Начнем обзор военной обстановки в Украине на 25 марта. На общей карте боевых действий вы можете видеть так называемую линию фронта. На самом деле такой подход в данной войне неуместен. Кроме противостояния в Донецкой и Луганских областях, линии фронта не существует. И вот такие карты, которые приводят российские информационные агентства, тоже. Для лучшего понимания, в Киевской области российские войска вытянуты вдоль дорог из Белоруссии к Киеву и сосредотачиваются в городах в области, не удерживая никакую сплошную линию фронта и не контролируя всю местность. Как известно, на сегодня украинским войскам удалось отбить город Макаров на западе Киевской области и город Ирпень, где происходит окончательная зачистка от российских войск. Бои теперь перенесены в Гостомель. Ситуацию можно охарактеризовать как медленное продвижение вперед украинских войск. Касательно восточных районов Киевской области, информации не так много, очевиден только один факт. Продвижение российских войск на направлении к Броварам не наблюдается, и дальнейшее окружение Киева с восточного и южного направления тоже. Перенесемся на юг. По последним данным, украинским войскам удалось полностью вытеснить противника из всей Николаевской области, и бои теперь идут ближе к Херсону, где российские войска сосредоточили большие силы и будут пытаться удерживать правобережный плацдарм и со временем снова перейти в наступление на этом участке фронта, если удастся подтянуть резервы за счет всеобщей мобилизации в Российской Федерации, которую мы ожидаем в скором будущем. Про Мариуполь упомянем кратко. Город полностью окружен, нет способа доставить подкрепления и организовать снабжение. Идут тяжелые городские бои. По оптимистичным прогнозам, защитники города смогут продержаться еще 2 недели до истощения продовольствия и боеприпасов. После устранения этой страшной занозы у российских войск появится возможность подтянуть освободившиеся войска на атаку Волновахи и усилить атаку на южные позиции сил ООС, что даст им инициативу. Можно сказать, что на этом участке фронта у россиян наблюдается преимущество и перспектива продвижения. Самый напряженный и важный участок с военной точки зрения – зона ООС. Тут бои идут, начиная от города Изюм Харьковской области и заканчивая Энергодаром Запорожской области, где в последующие месяцы мы и ожидаем самые сильные и ожесточенные боестолкновения. Пока что российским войскам не удалось достичь большого прогресса за прошедший месяц. Линия фронта с направления Донецка изменилась мало. Большое значение будет иметь удержание украинцами южной стороны фронта, где будет самое сильное давление противника, так как в отличие от зоны ООС, южное направление было укреплено не так сильно. С севера же российским войскам приходится пересекать всю Харьковскую область, где в связи с весенним озеленением территорий, само собой, будет усилена диверсионная деятельность украинских войск, что серьезно ослабит наступательную способность противника. Вкратце, ситуация около Харькова и Сум. Первоначальные попытки российских войск захватить эти два города были уверенно подавлены украинской армией, и теперь вопрос об их захвате или окружении полностью исчез из сводок российской армии. И из планов Генштаба тоже, вследствие понимания тщетности этих попыток. На этом общий обзор на сегодня закончен. В последующие дни будем рассматривать тактические изменения и стратегический рисунок будущей борьбы. Также рассмотрим некоторые стратегические аспекты начала вторжения Российской Федерации в Украину и последующих действий сторон. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, ставьте лайк. До свидания.